Вирусный бренд косметики SheGlam выпустил новую коллекцию в коллаборации с Риком и Морти. И я купила всю эту коллекцию, чтобы вместе с вами ее проверить. Вы готовы к приключениям? SheGlam — это косметика, которая продается на сайте Shein. И эта косметика уже много лет форсится во всех соцсетях, потому что SheGlam всегда придумывают какие-то яркие, необычные и интересные продукты, а также у них большое количество различных коллабораций с популярными фильмами, мультфильмами, персонажами и фандомами. Труп невесты был, Гарри Поттер был, Вилли Вонка тоже. Так что самое время ворваться в вселенную Рика и Морти. Тем более, мне кажется, что тематика Рика и Морти дает огромный потенциал для творчества, а также для выбора продуктов и оттенков. Я заказывала с официального сайта, и вся коллекция обошлась мне в 60 евро. И пришла просто в огромной картонной коробке, в которой была еще одна коробка, и в ней еще одна коробка, вот такая вот тяжеленная, просто капец. И вся эта коллекция проработана максимально детально, и у меня был просто шок, потому что сейчас вы сами во всем убедитесь. Вот такая огромная, красивая, ну в общем все в духе Рика и Морти. Для меня эта коробка — это уже какое-то произведение искусства, особенно когда ты заказываешь косметику за такой бюджетный прайс. И давайте ее открывать. Вот нахрена делать такую тяжелую коробку, такую красивую и такую тяжелую, блин. Во-первых, коробка запечатана со всех сторон и даже изнутри. И в самой коробке есть несколько отсеков. В первом отсеке у нас ободок для волос в форме прически Рика Санчеса и карточка с приветствием от бренда SheGlam. Здесь вот такая вот красивая софт-тач открытка, на которой написано про все продукты и про эту коллекцию. Ну и, конечно же, сам ободок. Ну как бы это все уже выглядит достаточно угарно. И сразу мы видим следующий отсек, в котором находится пудра и палетка теней. Это все дело вытаскивается. Блин. В следующем отсеке зеркало в виде телепортатора, а также спонж и румяна. И в последнем отделении у нас огурчик Рик, вернее фиксатор для макияжа. И внутри тут еще одна коробка. И это семейный набор с блесками для губ. Просто у меня нет слов, насколько все это круто сделано. Насколько все эпатажно, продумано и залипательно выглядит. А еще согласитесь, что такая подача всегда очень приятна. Потому что не было бы никакого вау-эффекта, если бы все это пришло просто запакованное в какую-то пупырку. Если кто-нибудь заказывал косметику от SheGlam, напишите мне, пожалуйста. У них типа вот в каждой коллекции такой подход. И если брать их full collection, то у них всегда такая прикольная подача. Или они так запарились только в этом коллабе? Я, например, подобную подачу ожидала от коллекции Colourpop в коллаборации с Сумерками. Но, увы, мне как раз вот подобного оформления и подобной упаковки в этой коллекции не хватило. Но перед тем, как начать делать макияж, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах Ютуба. Итак, давайте для начала я надену на себя прическу Рика. Выглядит такой аксессуар достаточно мило. Ободок из ткани, и он весь мягкий. Тут вот так. И этот волшебный аксессуар дает мне полное право рыгать на протяжении всего видео. В принципе, ободок удобный и хорошо держится. В процессе макияжа почему бы и нет. Ну а так это вполне прикольный и милый аксессуар для любителей Рика и Морти. И каждый день надевать такой ободок перед умыванием или перед нанесением макияжа, ну в принципе почему бы и нет. И чтобы сделать этот макияж, я воспользуюсь зеркалом в форме телепортатора. И также здесь логотип Рика и Морти. Все это очень приятно трогать и щупать. Зеркало из какой-то рельефной резиновой штуки. По качеству просто вот 0 претензий. Все очень круто и детально проработано. На самом зеркале пленочка. Лайк, если тоже любите сдирать пленочку. Зеркало действительно очень удобно держать в руке. Прикольно выглядит, ярко, креативно, и как раз по форме лица, в принципе, это самое то. Но зеркало достаточно тяжелое, в сумочку бы с собой я его брать не стала. Но так дома для красоты, ну почему бы и нет. И наносить макияж сегодня я буду при помощи спонжа, который тоже есть в этой коллекции. Спонж вот в такой красивой софт-тач коробочке с глянцевыми элементами. Написано, что этот спонж унесет твой макияж в другую стратосферу. Спасибо, не надо. Ой, как это мило! Коробочка полностью запечатана изнутри. Вы только посмотрите на этих милых клонов. Вот серьезно, я считаю, что все упаковки в коллабах должны выглядеть так. Это голубой спонж с изображением мистера Миссикса. Они тут даже сделали ему волосы, и сзади у нас логотип SheGlam и Рик и Морти. Спонж достаточно мягкий на ощупь, правда, немного он пованивает, хотя мне, кстати, нравится такой запах, прям пахнет какими-то новыми ботинками. И спонж такой круглой формы, и вот здесь вот у нас есть скошенный край.
Я намочила спонж, он реально стал больше раза, наверное, в 2. То есть он вообще по размеру в половину моего лица. При помощи спонжа я наношу свой самый обычный тон. Теперь это просто мой любимый спонж, мне очень понравилось с ним работать, он мягкий. За счет того, что он мягкий, очень быстро тон распределяется по лицу, буквально вот за 1,5 минуты я уже все сделала. Также за счет своей мягкости прям спонжа можно добавлять его во всякие труднодоступные места. Ну короче, спонж очень классный, мне очень понравился. Я сначала думала, что мне будет неудобно, потому что вот здесь эта штучка, я тоже вот этой частью спонжа периодически пользуюсь, но здесь у него настолько большая поверхность, что вот это вообще не проблема. Потому что у меня еще куча свободного места осталось, чтобы нанести туда контуринг, консилер. Этим же спонжиком уголком растушую сначала консилер, а затем контуринг. И следующее на очереди это кремовые румяна. Называются они Мистер Санчес Крем Блаш. Здесь нарисован Рик, брызжущий слюной. У вас есть склонность к науке или неприятная моральная личность? Вот насчет любви к науке я не думаю, но моральная неприятная личность это точно про меня. Нам обещают кремовые румяна с влажным финишем, которые очень быстро и легко растушевываются и распределяются. Давайте уже быстрее открывать и смотреть, что у нас там внутри. О боже. Эта коллекция мне зашла тем, что открывая каждую коробочку и каждый продукт, это все вызывает какой-то нереальный интерес, и коллекция действительно создает эффект вау. Просто смотришь сначала на красивую внутри запечатанную коробку, достаешь оттуда румяна, а румяна выглядят вот так. Ну, у меня просто нет слов, по-моему, одно лицо. Да что тут вообще говорить, давайте уже быстрее залезем в башку к Рику, узнаем, что же у него там в голове. А в голове у Рика... мозги. Но хоть у кого-то в этом видео будут мозги. Вы когда-нибудь видели румяна в виде мозгов? Я вот вижу в первый раз, и я просто в полнейшем восторге. Во-первых, румяна еще и приятно пахнут, к счастью, не мозгами, а чем-то сладким, типа ванилью или печеньками. Во-вторых, это, мать вашу, мозги. Просто румяна в виде мозга. Рекануться можно. И румяна имеют такой оттенок, который, как мне кажется, подойдет практически всем, что просто безумно важно в коллекции, где представлен всего один оттенок. Блин, мне очень жалко это делать, прям очень жалко, я хочу оставить эти мозги себе. Вот так румяна выглядят на коже, в принципе, очень прикольный оттенок, что-то такое розовато-красноватое, ну, в общем, нормально. И буду тоже все это дело растушевывать спонжем, и ура, у нас тут тот самый случай, когда румяна действительно хорошо тушуются, не ложатся пятнами, и оттенок очень такой легкий и приятный. Просто румяна шикарные вообще. Они не съедают тон, они идеально втушевываются в кожу, очень хорошо распределяются. Мне прям даже побольше их захотелось нанести. Во-первых, эти румяна очень классно освежают лицо. Тушуются просто великолепно. Классно наносятся, действительно у румян есть влажный финиш. Официально заявляю, что это одни из лучших кремовых румян, которые у меня когда-либо были. Я думаю, что такой Рик достаточно скоро у меня останется без мозгов. Отдельно такие румяна стоят в районе 7 баксов, где-то 700 рублей, но я считаю, что вот это стоит того. И, в принципе, меня даже не пугает влажный финиш от румян, потому что у нас с вами есть пудра. И как раз-таки, я думаю, самое время закрепить макияж пудрой. Кстати, пудра очень тяжело вытаскивается из коробки. Так, главное не порвать упаковку. Во. Это, наверное, единственный продукт, у которого с вытаскиванием из коробки возникли небольшие проблемы. На упаковке запечатлен кадр с бегущим Морти. И румяна называются Never Rick and Morty Setting Powder. Стоят эти румяна отдельно аж 11 баксов, и я буду за такой прайс ждать реально годный продукт. Тут снова, как и везде, внутри коробочка тоже запечатана. Нам обещают, что эта пудра обладает полупрозрачным матовым покрытием. И вот так выглядит сама пудра, на которой нарисован Морти. В принципе, миленькая, мультяшная, простенькая коробочка. И на коробке написано «Переделай Морти». Открываю пудру, и очень удобно, что, во-первых, в пудре есть зеркало. Боже, как же я люблю сдирать все эти пленочки. И то, что происходит внутри палетки, это не то, что вау, но у меня уже вот реально не осталось слов, насколько тут все круто сделано. Такой пудры, вот честно, я не видела никогда в жизни. Здесь мы видим лицо самого обычного Морти, а потом мы поворачиваем палетку, и
Я не знаю, что тут сказать. В зависимости от положения пудры, на ней меняется лицо Морти. Так же, как и румянами, мне просто жалко пользоваться этой пудрой, потому что это настолько прикольно. Но ладно, у нас сегодня затест, так что мне просто придется покончить с Морти. Жалко, конечно, что в комплекте нет еще и спонжика. Как она круто матирует. Так, к счастью, пудра не оставляет белых следов, потому что я боялась, мне она показалась прям совсем белой. Просто вот здесь у меня лоб блестит и лицо блестит, а здесь пудра все заматировала идеально. Пудра мега классная, мне очень понравилась. Посмотрим, насколько хорошо она сегодня продержится на лице. Но на данный момент моя кожа просто на все 100 матовая. К сожалению, немного у меня после пудры ушли румяшки, не так они стали заметны. Естественно, в этой коллекции представлена и яркая палетка теней под названием The Minion Lessons of Life, что в переводе означает что-то типа «значение бессмысленной жизни». Сильное заявление. Очень хочется верить, что эта палетка в моей коллекции не будет бессмысленной. Ну и тут у нас тоже снова 10 баллов по дизайну. Сзади указаны все составы на каждый оттенок. Нарисованы всякие моменты из мультика. Ну и, конечно, сама коробка от палетки тоже выглядит нереально. И если что, вот здесь это все еще и soft touch. Внутри упаковка запечатана семейными фотографиями семейства Смитов. Сзади палетки тоже арт из мультсериала. И спереди на палетке голограмма. Здесь изображение всего семейства, которое нереально круто переливается. Итак, открываем палетку. Что же нас ждет там? Вау. Во-первых, внутри самой палетки есть стандартный разделитель. И я впервые вижу, чтобы запечатывали даже этот гребаный разделитель. Вот насколько нужно было запариться, чтобы вот до такого додуматься. Здесь, например, Рик и Морти смотрят на новую галактику. Тут они вылезают из рефила теней. Это настолько круто, что оттенки рефилов в палетке послужили фоном для каких-то сцен из мультсериала. Это восторг. Я обычно вот эти все штуки выбрасываю, тут нет. Также внутри палетки есть вот такое интересное зеркало. Снимем с него пленочку. Само зеркало выглядит как портал. И, кстати, оно вполне удобное. Мое лицо туда как раз идеально вмещается. И тут снова еще одна шутейка от Shiglem. Когда ты смотришь на себя в зеркало, твои рожи пугаются даже Рик и Морти. Просто ставлю 100 из 10 этому арту. И в самой палетке на рефилах тоже изображение различных персонажей из этой вселенной. Стоимость такой палетки отдельно 14 баксов, то есть 1400 рублей. В палетке 12 оттенков, 8 матовых и 4 сияющих. Изначально все выглядит как-то в разброс, но на самом деле все очень продумано. Мне в этой палетке нравится цветовая гамма, потому что с представленными здесь оттенками можно действительно сделать огромное количество разных макияжей. Здесь есть желтый, зеленый и такая желто-зеленая сияшка. Есть матовые парные голубые и к ним голубая блестяшка. Есть матовые парные фиолетовые и к ним такая светлая блестяшка. И матовые парные коричневые и тоже к ним есть красивый коричневый оттенок блестящий. Круто, что представлен как яркий насыщенный оттенок, так и более разбеленный светлый, потому что это позволит сделать классную тушевку. И если просто в этой палетке поменять расположение на более понятное, тут просто будут несколько рядов с фиолетовыми, с голубыми, с коричневыми и с желто-зелеными тенями. Ну короче, все оттенки в этой палетке идеально взаимодополняют друг друга. То есть можно еще какие-то нюдовые макияжи замутить с добавлением, например, цветных каких-то акцентов. И сами оттенки будут просто идеально переходить друг друга и идеально друг с другом тушеваться. Например, по всем этим оттенкам можно сделать спокойно растяжку из коричневого в желтый, из желтого в зеленый, из зеленого в голубой и из голубого в фиолетовый. И у нас не будет никакой грязи. Короче, здесь просто наполнение 10 из 10. Это отличный пример реально рабочей палетки, которой можно сделать кучу разных макияжей без каких-то дополнительных других теней, пигментов. И такое наполнение я всегда очень хвалю. Ну что ж, давайте делать сводчи. Надеюсь, что они меня тоже не разочаруют. На сводчах тени меня приятно порадовали, потому что выглядит все очень достойно. Тени пигментированные, очень приятные в нанесении. Пока что темно-голубой и зеленый мне показались немного какими-то странными, но я думаю, проверим это все на глазу. И сияшки просто пальцем идеально наносятся, без каких-либо проблем, не приходится их наслаивать, просто раз провел и все, сияшка имеется. И первый макияж я хочу сделать в фиолетово-голубых оттенках. Многим зашла моя идея в прошлом ролике с обзором коллекции
коллекции Harley Quinn от Essence, где я показывала, как макияж выглядит на одном глазу на подложке и без нее. Так что давайте сегодня тоже нанесем на один глаз белую подложку и посмотрим, как тени покажут себя в сравнении. Сначала возьму самый яркий фиолетовый оттенок из палетки под названием Король Желатин. Не знаю, почему именно этот оттенок так называется, потому что вроде как у этого персонажа нет ничего фиолетового. Но я не скажу, что я прям хорошо шарю за фандом Рика и Морти, так что вы меня всегда можете поправить в комментариях и дополнить. Сначала я буду рисовать растушеванную стрелку, только я ее буду направлять прям совсем наверх. И теперь рисую тоже длинную фиолетовую линию над складкой века и увожу ее туда же к стрелочке. Сегодня я буду делать кат-криз и также фиолетовый добавлю на нижнее веко. Затем более светлым сиреневым оттенком Unity аккуратно растушую границы. И теперь еще хочу дотушевать границы вот этим светлым коричневым оттенком. И, кстати, он мне показался очень крутым, потому что он очень хорошо перекрывает. Я думала, что он будет более темный коричневый, но он такой стандартный, телесный. И как раз таки это помогает любой оттенок из этой палетки идеально увести в кожу. Я подправила границы консилером и теперь буду приступать к голубым теням. Но что я могу сказать на данный момент? Палетка, на удивление, в этом коллабе очень хороша. И я думаю, тут очевидно, насколько плавные получились тушевки, насколько сами по себе оттенки яркие и насыщенные даже без подложки. Этот светлый сиреневый оттенок на подложке белый раскрылся чуть лучше, чуть ярче. Здесь же он не настолько заметен, он просто послужил как растушевочный оттенок. Обычно фиолетовые оттенки, вот особенно такие, это одни из самых сложных оттенков в растушевке и вообще в принципе в нанесении. Тут же фиолетовые тени показали себя просто превосходно, как на подложке, так и без. В уголок глаза добавляю голубой оттенок Planet Squanch. По пигментации на сводчах он мне безумно понравился. Да, это шикарно. Добавлю также на нижнее веко и им же вот здесь делаю плавный переход из сиреневого. Все же, как мне показалось, пастельные оттенки чуть лучше ведут себя на подложке, но хотя и без подложки тоже очевидно, что они яркие, просто они здесь как будто чуть ярче раскрываются. И теперь сделаю переход в ярко-бирюзовый оттенок. Вот он уже, к сожалению, чуть-чуть похуже. Совсем немного осыпается и не такой пигментированный, как хотелось бы. Причем на подложке он тоже себя ведет достаточно странно. На самом деле я удивлена, потому что подобные ярко-бирюзовые оттенки обычно везде хорошие. Здесь у меня плешь, здесь у меня наоборот слишком много цвета. На середину века добавлю голубой блестящий оттенок The Clone. Я очень надеюсь, что он сможет скрыть вот эту всю не самую красивую ситуацию. И что я вижу? Он отлично наносится и без подложки. Почему-то вместе с ним только куда-то улетает голубой, и тут у меня тоже образовались какие-то проплешины. Здесь же на синий вообще ничего не хочет наноситься. Ну что ж, кроме бирюзового оттенка, тени сыпятся в самой палетке, но не сыпятся, когда я наношу их на глаза. И сейчас за кадром я дополню макияж стрелками. 2 hours later. Ну что, как по мне, макияж получается очень даже крутым. И я нарисовала вот такие круглые стрелки в уголке глаза, и я хочу добавить в них контрастный желтый оттенок. Оттенок называется Wrinkle in Time. Ну, кстати, очень даже заметно и ярко. В принципе, да, акцент получился, круто. Не сказать, что этот желтый прям какой-то супер яркий, скорее он больше пастельный, но он достаточно пигментированный. Но мы его получше проверим во втором макияже. И теперь все же вот этот синий оттенок я хочу попробовать в качестве оттенка для рисования бровей хотя бы. Брови я всегда рисую влажным способом. Ну и тут, да, как бы пигмент есть, но не особо сильный, и, короче, в этом оттенке я разочаровалась. Что-то мне в последнее время с голубыми оттенками в палетках не особо везет. К сожалению, для бровей эти тени не совсем подходящие. Тоже там слишком мало пигментации, немного они сыпучие. И дополнить этот макияж мне захотелось стразами. Хочу буквально по несколько штук добавить вот сюда, на эту линию, и в уголок глаза.
К сожалению, в этой коллекции не представлен хайлайтер, поэтому я воспользуюсь своим хайлайтером от Shiglam из базовой линейки. Это вот такой супер популярный хайлайтер Lunar Glow в виде планеты. Как раз он у меня с голубым свечением, и мне кажется, что к этому макияжу он подойдет идеально. И в предыдущем ролике я делала обзор на этот хайлайтер, а также на другие самые нашумевшие продукты, как из бюджетного, так и из люкс-сегмента, которые сейчас форсятся в ТикТоке и во всех соцсетях. Там очень много вкусных и хайповых новинок. А еще там наращивание блестящих волос. Наношу хайлайтер на скулы при помощи кисточки. Естественно, макияж нужно закрепить. Поэтому у нас в коллекции имеется спрей-фиксатор в виде... Нет, это не то, о чем вы подумали, это просто огурчик Рик. По-моему, это очаровательно. Особенно очаровательно, что этот спрей пахнет огурцом. Такой легкий огуречный бриз. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. Этот спрей-фиксатор действительно содержит в своем составе экстракт огурца, который увлажняет кожу и при этом закрепляет макияж и повышает его стойкость. И геморрой проходит очень быстро. В этом спрее мне понравилось то, что там супер мелкие капельки, которые еле заметны, которые орошают все лицо. Он не оставляет следов на лице, он не добавляет глянца. Он просто фиксирует макияж, но оставляет всю текстуру такой, какая она есть, не суша кожу и не делая ее блестящей. И я очень счастлива, что этот спрей прозрачный, потому что белые спреи для фиксации макияжа я просто ненавижу. Ими можно заложить любой макияж. Что-то там не так выплюнет и все лицо в белых пятнах. И у нас в коробке осталось последнее отделение, в котором есть еще одна вот такая коробка. И в этой коробке находятся блески для губ. Здесь 5 отдельных блесков, каждый из которых посвящен определенному персонажу из семейства Смит. И здесь как бы все максимально логично, потому что все эти блески вдохновлены деталями одежды и образа персонажей. Ну, наконец-то хоть один бренд запарился и действительно сделал хоть что-то продуманное. Круто, что у Shiglam в креативном отделе сидят реально креативные люди, а не кто попало, которые пиарят за счет всяких известных фандомов свою унылую скучную косметику. И давайте теперь откроем коробочку. Ну вот разве можно сказать, что это не круто? Во-первых, это блески с ультраглянцевой и увлажняющей формулой. И внутри, во-первых, здесь фото из семейного архива семейства Смитов. И все блески на конце с головами персонажей. Просто для коллекционеров и фанатов Рика и Морти это пушка. И если что, вот эти головы, они спокойно с блеска вот так снимаются. То есть, если хочешь, например, взять этот блеск и положить его в маленькую сумочку, всегда можно оторвать от него голову, и он будет занимать меньше места, меньше весить. Начнем с блеска, посвященного мамаше семейства Бет Смит. И этот блеск вдохновлен ее красной кофточкой. Это красивый, благородный, темно-красный оттенок с серебряными блестками. И у блеска как будто бы аромат вишни, очень приятный, нежный. Я предлагаю сейчас сразу затестить все эти блески на губах. Господи, какая у него приятная текстура. Я нанесла достаточно много блеска, и на губах он ощущается супер комфортно. Оттенок очень красивый, блестки видны, губы не слипаются. Следующий блеск вдохновлен разъяренной дочуркой Саммер Смит и ее розовой майкой. И он уже без блесток, просто в нежно-розовом оттенке. Что мне нравится, среди всех этих блесков оттенки у них очень ходовые. То есть это не кошмарный розовый цвет, вот реально под оттенок ее майки, а это максимально носибельный розовый благородный оттенок, который, как мне кажется, подойдет каждому, даже мне. Следующий блеск это, конечно же, Морти. Он в коричнево-кирпичном оттенке с золотыми блестками. В коричневом оттенке представлен блеск Джерри Смит. Просто самый обычный коричневый, без каких-либо блесток. Что меня удивляет в этих блесках, они хорошо выглядят на губах даже без карандаша. Потому что я, например, обычно на своих губах не приемлю блески без карандаша, потому что у меня сразу губы становятся очень кривыми. Ну а здесь я смотрю, и действительно так вполне уже можно куда-то выйти. Эти блески действительно добавляют губам объема, и мои губы с этими блесками выглядят действительно неплохо.
Вот этот блеск очень глянцевый, мне, правда, кажется, под него уже нужен немного карандаш, потому что он более темный. Все блески можно наносить по-разному, можно нанести один тонкий слой, можно, как я, добавить блеска побольше, чтобы больше был заметен оттенок. Очень жаль, что я не люблю блески, но я буду заставлять себя их носить, потому что действительно очень это все красиво, очень приятно. Ну и самый последний и самый интересный блеск — это, конечно же, Рик Санчес. Это прозрачный доохромный блеск с огромным количеством голубых переливающихся блесток. И мне кажется, что этот блеск просто идеально подойдет под мой сегодняшний макияж. Но для начала я карандашом от Beauty Bomb прокрашу форму губ. И только теперь буду наносить блеск, чтобы на моих губах это выглядело аккуратнее. Вау, но блеск, конечно, очень красивый, он придает губам такой холодный оттенок. Блестки в нем тоже заметные, и у него очень сильный глянец, прям как будто у меня на губах жидкое стекло. И какой же Рик Санчес без текущей изо рта слюны, поэтому давайте уже доведем проделанную работу до конца. Ну все, я думаю, так мы с вами точно в тренде. Лизните мои яйца! Если Шиглэм для создания этого блеска действительно вдохновлялся текущей слюной изо рта Рика, то это, конечно, просто 10 баллов за креативность. Потрясающий набор разных блесков с приятными ароматами, с офигенными оттенками. Действительно, в каждом оттенке есть отсылки к персонажам, и все это очень круто преподнесено. И вот такой образ у меня получился. К сожалению, у меня уже начал блестеть лоб и нос. Мне очень нравится макияж, который у меня получился, несмотря на небольшие проблемы с одним единственным оттенком. Я всегда была уверена, что Шиглэм это а-ля косметика с Алиэкспресс, что-то такое супер бюджетное, непонятное, не особо качественное. Но, честно, у меня просто огромное удивление и шок. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам Рик и Морти. Реально мультик прикольный, но я не особо фанат. Я немного тугодум, по жизни я все делаю медленно, а там все происходит настолько быстро, что я иногда не успеваю уловить суть происходящего. Но теперь у меня есть мозги Рика, и я надеюсь, что они мне немного помогут. И я никогда не понимала у Рика Морти вот этой масс-маркетовости. Потому что с персонажами из этой вселенной продаются носки, трусы, футболки, и все это продается чуть ли не в каждом магазине. И я знаю, что также у Рика и Морти были коллабы с другими брендами косметики. Мне это не особо вкатывает, потому что я не люблю какие-то вещи, которые носят все. И поэтому изначально к этой коллекции я была настроена как-то не особо дружелюбно. Кстати, я вообще не поняла прикола, потому что всю эту коллекцию вместе с коробкой я взяла всего за 60 баксов. То есть, как бы 6000 рублей. Ну, не так уж это и дорого. Но когда уже мне пришла посылка, и я готовилась к этому видео, коробка стоила больше 100. Видимо, мне впервые в жизни повезло, и я сама того не зная, умудрилась поучаствовать в какой-то акции невиданной щедрости. И один из плюсов этой лимитки, то что я просто зашла на сайт и заказала вообще в рандомную дату. Я даже толком не знаю, сколько дней прошло с момента выхода этой лимитки. В общем, не было никакого солдаута, не было никакого геморроя, никакой беготни по магазинам. А можно так всегда делать, потому что меня так задолбали все эти фичи с созданием искусственного спроса. Я как покупатель, я максимально довольна, и нет, мне никто не платил за этот обзор. За все время на ютубе у меня было всего 2 проплаченных обзора. Я не знаю, в чем прикол, почему-то под каждым видео, где мне хоть что-то нравится, люди сразу начинают писать, типа, фу, заплатили. К сожалению, не заплатили, но вот смотря на все это, я пока не жалею то, что я потратила сама свои деньги. Но мы переходим ко второму макияжу, и я хочу сделать его в желто-зеленых оттенках из палетки. Я уже сразу нанесла на один глаз подложки и решила сразу воспользоваться цветными подложками, и на этот мейк меня вдохновила неведомая токсичная жижа. Сначала я беру зеленый оттенок «Птичья личность». Опять же, я тут снова не понимаю отсылки к персонажу, потому что причем тут птичья личность и зеленый цвет. Я считаю, что такой оттенок должен быть либо желтым, либо бежевым, либо коричневым, но причем тут зеленый. Вот единственное, с чем в этой палетке Шиглэм подкачали, это название оттенков. Какие-то они не совсем подходящие к персонажам. Наношу зеленые тени вот сюда, создавая стрелочку. На нижнее веко тоже добавляю. И что же интересно у нас будет без базы?
Мне вот на сводчах как раз зеленый не особо понравился, хотя в макияже выглядит очень даже неплохо. И походу в этой палетке проблемы только с голубым оттенком. Очень жаль, мне бы он очень подходил. Да, зеленый очень хороший. Теперь в уголок глаза наношу желтый. Блин, а желтый-то и без подложки действительно очень классный. Офигеть, наверное, это один из лучших желтых оттенков, которые я вообще когда-либо встречала. Ну и на подложке тоже он ведет себя чуть лучше, но я бы не сказала, что прям разница супер критичная. И в прошлом макияже тоже. С подложкой, конечно, чуть-чуть лучше, но без нее тени тоже имеют место быть, и это очень круто. Вот что от косметики Shein я вообще не ожидала такого качества. Темным коричневым оттенком я хочу добавить вот здесь немного глубины. Нанесу его вот сюда, в складочку века и на край. Тут с коричневым начались какие-то проблемы, как будто они с зеленым начали конкурировать за место на моем глазу. Вот это, конечно, минус. Очень надеюсь, что мне выйдет это растушевать. Теперь светло-бежевым оттенком растушую границы. Конечно, хотелось бы для этих целей что-то чуть более светлое, по крайней мере под мой оттенок кожи. Но в принципе этот вариант тоже работает. Растушевалась более-менее. Тут, конечно, есть какая-то непонятная история между коричневым и зеленым. Здесь у меня, наоборот, все получилось хорошо затемнить. И теперь я возьму оттенок Two Crowns. Это такой красивый оттенок, похожий на какую-то неизведанную галактику, который имеет и золотую, и зеленую, и серебряную составляющие. Я попробую нанести его пальцем прямо на серединку века. Ну, по-моему, красота. Вот так, я считаю, должны наносить все яшки. Пальцем на тени, без подложки. Ну, красота же! Теперь маленькой кисточкой аккуратно подтушую. Ну, очень красиво выглядит. Вообще у меня полный восторг. И наслаивается, и наносится, и на кучу теней. И самый светлый блестящий оттенок я попробую нанести в качестве хайлайтера. Вау! Ярко! И думаю, все же еще можно зеленого чутка добавить. Во, вот так точно хорошо. По-моему, выглядит красиво, но я хочу добавить интересные стрелки. И осталось дополнить этот подтек желтыми тенями. Я не знаю, что это такое. Я художник, я так вижу. Ладно, шучу, какой я художник. Осталось дополнить макияж блеском, и я уже нанесла коричневый карандаш на губы. Я возьму коричневый блеск, вдохновленный Батей Джерри Смитом, и покрою блеском все губы. И вот такой интересный мейк получился. Как вам? Конечно, в этой коллекции много всяких, пусть и прикольных аксессуаров, которые не особо обязательны, но это как по мне, потому что лично мне всегда вкатывает именно сама косметика. Но так как все это подано, это просто огромный респект. И здесь как раз тот случай, когда косметика превращается в невероятно крутые коллекционные штуки, которые подойдут как для фанатов, так и для обычных людей, которые просто любят всякий прикольный, интересный косметоз. У Shein действительно получилось вызвать у меня эмоции, восторг и эффект вау. И это даже учитывая то, что я не особо являюсь фанатом этого мультсериала, и сами продукты мне безумно зашли. Однако в этой коллекции мне не хватило, во-первых, всяких дуохромов, потому что Рик и Морти — это всякие путешествия по разным другим планетам, какие-то опыты, и мне кажется, дуохромные карандаши для глаз, тени, помады были бы очень кстати, и было бы интересно увидеть что-то неоновое, например, аквалайнеры или обычные какие-нибудь цветные яркие лайнеры. Ну что, как вам такая коллекция косметики? Пробовали ли вы что-нибудь от Shein? Пишите в комментариях. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.